Вы когда-нибудь задумывались, глядя на простую миску с водой в углу вашей кухни, что этот предмет может быть либо источником жизни, либо медленным, невидимым триггером болезни для вашего питомца? Большинство владельцев совершают одну и ту же фундаментальную ошибку. Они наливают воду, меняют ее раз в день или реже и считают, что их долг выполнен. Но правда, скрытая за тысячелетиями эволюции и подтвержденная ветеринарной наукой, заключается в том, что ваша кошка – это не просто домашнее животное. Это пустынный хищник в костюме из меха, который живет в вашей квартире, и его биология работает по правилам, о которых мы часто забываем. Ваша кошка никогда не видела в вас хозяина. Согласно исследованиям антропозоолога Джона Брэдшоу, кошки так и не разработали отдельного социального поведения для общения с людьми. В ее сознании вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая является центром ее колонии. И как старший сородич, вы единственный, кто может спасти ее от самой большой угрозы в домашних условиях хронического – обезвоживания. Сегодня мы раскроем секрет одного простого изменения, которое вам нужно совершить уже сегодня. Мы узнаем, почему ваша кошка может ненавидеть свою миску, как превратить обычную воду в жидкое золото. И разберем данные из университетов Орегона и Сассекса, чтобы понять, как гидратация влияет на мозг кошки, ее уровень стресса и даже на то, насколько сильно она вам доверяет. Приготовьтесь. Этот сценарий изменит жизнь вашей кошки навсегда. Часть 1. Тень пустыни. Почему ваша кошка не хочет пить? Чтобы понять, почему мы должны пересмотреть отношение к воде, нужно взломать биологический код кошки. Предки вашей кошки были жителями пустыни. В тех условиях стоячая вода была редкостью и часто была заражена бактериями. Поэтому у кошек развился экстремально низкий порог жажды. Они не бегут пить только потому, что на улице жарко. Их организм запрограммирован экономить влагу, максимально концентрируя мочу. В дикой природе кошка получает 70–80% всей необходимой воды напрямую из своей добычи. Но в современном мире, где основой рациона стал сухой корм, содержащий всего 10% влаги, эта биологическая программа превращается в смертельную ловушку. Ваша кошка живет в состоянии постоянного, тихого обезвоживания. Это не вызывает кризис завтра, но это медленная эрозия почек самого хрупкого механизма в кошачьем организме. Ветеринары предупреждают, кошки могут потерять до 75% функции почек, прежде чем вы заметите хоть один симптом. К моменту, когда кошка начинает пить много воды сама, а это первый видимый признак ее почки, часто уже практически разрушены. Часть 2. Детектор свежести. О чем молчит миска? Посмотрите на воду вашего питомца. Когда вы в последний раз ее меняли? Сегодня утром? Вчера? Кошки обладают феноменальным обонянием, их нос в 14 раз чувствительнее человеческого. Они способны чувствовать бактериальный налет и микроскопические частицы пыли, которые мы даже не замечаем. Для кошки стоячая вода в миске – это мертвая вода. Из-за своего происхождения они инстинктивно не доверяют воде, которая не движется, так как в природе застоявшиеся лужи часто кишат паразитами. Именно поэтому ваша кошка может игнорировать чистую, на ваш взгляд, миску, но бежать на звук открытого крана. Текущая вода лучше насыщена кислородом и сигнализирует мозгу хищника о безопасности и чистоте. Часть 3. Усталость усов. Архитектурная ошибка. Вы когда-нибудь замечали, как кошка капризничает у миски, выгребает воду лапой или пьет только из центра? Мы часто списываем это на вредность, но причина кроется в сенсорном перегрузе, известном как усталость усов. Усы кошки, вибрисы – это сверхчувствительные сенсорные органы, соединенные напрямую с мозгом. Когда кошка вынуждена просовывать мордочку в узкую или глубокую миску, ее усы постоянно касаются бортов. Это вызывает дискомфорт, похожий на статическое электричество,
или постоянный раздражающий шум. Кошка хочет пить, но биологическая боль от прикосновения усов заставляет ее отступить. Решение простое и бесплатное. Замените узкие пластиковые плошки на широкие и плоские тарелки из керамики, нержавеющей стали. Ваша кошка должна иметь возможность лакать воду, не касаясь краев своими высокоточными антеннами. Часть 4. Территориальный конфликт «Вода против еды». Где стоит миска с водой вашей кошки? Скорее всего, прямо рядом с миской для еды. С точки зрения человека это удобно. С точки зрения кошки это биологический абсурд. В дикой природе кошки никогда не пьют там, где они едят. Труп добычи может загрязнить ближайший источник воды продуктами разложения, бактериями. Этот инстинкт все еще жив в вашей квартире. Если вода стоит рядом с кормом, кошка подсознательно воспринимает ее как загрязненную и будет пить на 30-50%, меньше, чем могла бы. Что нужно сделать? Расставьте источники воды в разных комнатах на пути ее обычного патрулирования территории. Кошка гораздо охотнее сделает глоток, если случайно встретит воду в коридоре или спальне, далеко от места своей охоты на кухне. Часть 5. Главный секрет – рецепт жидкого золота. Если вы хотите, чтобы ваш маленький сородич прожил 17 или даже 20 лет, вы должны превратить процесс гидратации в то, что ветеринары называют жидким золотом. Этот метод ломает барьер кошачьего сопротивления и заставляет их выпивать дневную норму. Воды за один присест. Вот точный рецепт лаборатории долголетия. 1. Возьмите один целый пауч, пакетик влажного корма, который ваша кошка обожает больше всего. 2. Добавьте 150 мл чистой теплой воды. 3. Для усиления аромата можно добавить чайную ложку костного бульона или немного кремового лакомства. 4. Взбейте все блендером до состояния однородного жидкого шелка без единого комочка. Этот ароматный эликсир кошка выпьет до последней капли, потому что для ее мозга это не вода, а жидкий банкет, который пахнет настоящим мясом. Такой напиток мощно промывает мочевыделительную систему, защищает нефроны почек и предотвращает образование кристаллов в моче. Каждый лишний миллилитр воды, который вы даете ей таким образом, это еще один день, который вы выиграли для совместной жизни. Часть 6. Секретные добавки для здоровья из вашего холодильника. Иногда воду можно превратить в настоящее лекарство, добавив в нее специфические ингредиенты, которые стоят копейки. 1. Яблочный уксус – щит от паразитов. Добавьте половину чайной ложки сырого яблочного уксуса в утреннюю воду. Кислая среда делает кровь кошки невкусной для блох и клещей, создавая враждебную территорию для внешних паразитов изнутри. Это натуральное решение, подтвержденное исследованиями 2018 года. 2. Костный бульон. Эликсир. Для суставов и печени. Вместо воды в рецепт жидкого золота можно добавить домашний костный бульон без соли, лука и чеснока. Он насыщен коллагеном, глицином и глюкозамином. Это критически важно для пожилых кошек, у которых часто болят суставы, хотя они это тщательно скрывают. Костный бульон также поддерживает работу печени и укрепляет иммунитет. 3. Сок арбуза. Глубокая гидратация. В жаркие дни добавьте в воду пару столовых ложек чистого сока арбуза, без косточек и курок. Арбуз на 92% состоит из воды и содержит ликопин-антиоксидант, который защищает клетки почек от окислительного стресса. Кошки обожают этот вкус из-за специфических аминокислот. 4. Ромашковый чай – натуральный антистресс. Если ваша кошка тревожна или часто прячется, добавьте в ее воду 1-2 чайные ложки заваренного и остуженного ромашкового чая. Ромашка содержит апигенин, который связывается с теми же рецепторами мозга, что и успокоительные препараты, но без побочных эффектов. Часть 7. Психология водного ритуала. Как стать домом, когда вы ставите перед кошкой эту специально приготовленную миску,
Вы совершаете один из самых мощных актов любви на ее языке. В кошачьих колониях мать приносит добычу котятам – это символ высшей заботы и обеспечения выживания. Сделайте этот момент священным. 1. Спуститесь на ее уровень. Сядьте на пол. Когда вы уменьшаете свой рост, вы перестаете быть пугающим титаном и становитесь сородичем. 2. Используйте кошачий поцелуй. Прежде чем поставить миску, посмотрите кошке в глаза и медленно закройте веки на 2-3 секунды. Это сигнал высшего доверия. «Я не угроза, эта еда безопасна, я люблю тебя». Сан, примените кошачье рукопожатие. Протяните один палец к ее носу на расстоянии 5-10 см. Дайте ей самой сократить дистанцию и подтвердить вашу личность через запах. Исследования университета Сассекса подтвердили, кошки гораздо охотнее идут на контакт с теми, кто использует этот ритуал. Если вы будете делать это каждое утро, ваша кошка начнет ждать этого ритуала больше, чем любой игры. Это создаст в ее мозгу карту предсказуемости и безопасности, которая является фундаментом ее счастья. Часть 8. Скрытые сигналы, когда вода не помогает. Вы должны помнить, что кошки – величайшие лжецы планеты в том, что касается боли. Если вы начали давать ей жидкое золото, но замечаете определенные признаки, это может быть сигналом, что болезнь уже наступила. На что смотреть? Запах изо рта. Если дыхание пахнет аммиаком или тухлятиной, это признак того, что почки не справляются с фильтрацией токсинов, а в пасти идет инфекция, которая может ударить по сердцу. Отказ от еды. К 3 годам у 80% кошек есть проблемы с деснами. Поедание сухих гранул становится для них физической пыткой. В этом случае жидкое золото – единственный способ накормить питомца без боли. Изменение привычек сна. Если кошка, которая всегда спала с вами, вдруг уходит в темный угол и прячется, это крик о помощи. Никогда не ждите, пока кошка пожалуется. Ежегодный анализ крови и мочи – это единственный способ поймать болезнь до того, как она превратится в обрыв. Помните, 1 ваш год равен 4 7 годам жизни кошки. Пропустить ежегодный осмотр – это как если бы вы не ходили к врачу полдесятилетия. Часть 9. Обустройство пространства силы. Здоровье кошки – это не только то, что она ест, но и то, где она живет. Хронический стресс вызывает выброс кортизола, который разрушает слизистую мочевого пузыря, вызывая боли. Сделайте ваш дом кошачьим. Вертикальное пространство. Для кошки высота – это жизнь. Освободите одну полку или поставьте высокое кошачье дерево у окна. Когда кошка смотрит на мир сверху вниз, уровень ее стресса падает мгновенно. Правило лотка N+1. У вас должно быть на один лоток больше, чем кошек. Если кошка боится пользоваться грязным или неудобно стоящим лотком, она будет терпеть, что еще сильнее концентрирует мочу и вредит почкам. Запах как якорь. Никогда не используйте ароматические диффузоры с маслами чайного дерева, цитрусовых или лаванды, они гепатотоксичны для кошек, так как их печень не может расщеплять эти соединения. Вместо этого оставьте кошке свою нестиранную футболку, ваш запах снижает уровень ее кортизола лучше любых лекарств. Вы – это ее мир. В конечном итоге здоровье вашей кошки – это не чудо и не случайность. Это результат вашей ежедневной осознанной заботы. Кошка не может зайти в интернет и прочитать про жидкое золото или вред узких мисок. Она не может сама записаться к ветеринару. У нее есть только вы. В сознании вашей кошки вы не просто человек, который открывает консервную банку. Вы ее мир. Вы ее защита. Вы ее дом. Когда вы тратите 2 минуты на приготовление суперувлажняющего напитка, когда вы добавляете каплю уксуса или ложку костного бульона, вы говорите ей «Я люблю тебя» на языке биологии, который понимает каждая клетка ее тела. Берегите своего маленького хищника. Помните, что для вас кошка – это только часть жизни, но для нее вы есть вся ее жизнь.
Начните менять ее биологическую судьбу прямо завтра утром, с одной широкой миски, одного медленного моргания и порции жидкого золота. Потому что в этом огромном и порой пугающем мире ваш голос — это ее музыка, ваше присутствие — это ее безопасность. А ваша забота — это ее единственный шанс на долгую и счастливую жизнь рядом с вами. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Сколько признаков того, что она ждет от вас этого шага, вы заметили? Напишите об этом в комментариях, давайте вместе учиться понимать этот великий, молчаливый язык любви.